Долгожданная рубрика новостей снова на месте. Как обычно, мы подготовили самые свежие новости уходящей недели. Уселись? Тогда поехали! В воскресенье 10 сентября прошло мероприятие под названием Aniplex Online Fest, на котором назвали кучу вкусных новостей. Выкатили тизер третьего сезона «Синего экзорциста». Премьера его состоится в январе 2024-го. Аниме сменило студию. Теперь это Волн. В основу продолжения ляжет арка иллюминатов. Аниме по манге «Беглый самурай» запустят в 2024-м. Расскажет оно о невероятно живучем пареньке, наследнике сёгуната Камакуры, который угодил под бунт и был безжалостно вырезан. Оставшись без семьи и положения, парень рванул в бега, чтобы выжить и отомстить. Снимают Cloverworks. Сгатари стригут купоны. Полнометражную трилогию Кизумоногатари «Истории Ран» пересоберут как один фильм и опять засунут в японские кинотеатры. Прибытие ожидается 12 января 2024. Новым постером и трейлером обзавелось аниме по манхве «Магия вернувшегося должна быть особенной». Запустят его 7 октября. А 30 сентября состоится предпоказ первых 2 серий. Зимой 2024-го вернется Мадока Магика. Выйдет оно в виде полнометражного фильма с подзаголовком «Переворот Вальпургиевой ночи». Сюжет развернется после событий фильма 2013-го. Так, постером и тизером обзавелся 4-й сезон «Темного дворецкого», в основу которого ляжет арка Уэнстонский колледж. Премьера состоится в 2024-м. Выдали постер и трейлер к аниме про Набе «Не ешь сырую свинину», о мужичке, который исекайнулся хрюшкой. Запустят аниме 7 октября. Снимают Project Number 9. Трейлер аниме по сёдзе «Принц демонов дома Момочи» поведает эта смахивающая на очень приятный бог новинка о сироте, что лишилась родителей и до 16 жила в приюте, после чего получила по наследству самый настоящий особняк где-то в глуши, куда первым делом и отправилась. Снимают проект на студии Drive. Начало в 2024-м. Постер и трейлер к аниме по театральной постановке «Трам-2009» о семействе вампиров-аристократов. Премьера в 2024-м. Режиссер Хироши Нишикири. Студия GC Staff. И куда же без нового постера и трейлера к аниме «Поднятие уровня в одиночку». Снимают A1 Pictures. Премьера состоится в январе 2024-го. А вот GC Staff снимут аниме по ранобэ «Повелитель демонов 2099». Главных героев озвучит Сатоши Хина и Мику Мита. Даты, увы, пока нет. Сказка о могучем князе тьмы, что пал в битве с героем, дабы возродиться в 2023-м и снова умереть, на сей раз в жуткой катастрофе, а затем еще раз воскреснуть, но в 2099-м, где бал правят хакеры и кругом киберпанк. А теперь к остальным новостям. 8 бит выкатили трейлер к аниме по манге «Шай» «Стесняшка». История о супергероях, что некогда появились и спасли мир от краха, а теперь следят за порядком в родных странах, или почти. Японию на этом мероприятии представляет замкнутая 14-летняя школьница, которой так тяжко дается контакт с публикой, что пресса окрестила бедолагу стесняшкой. Запустят сериал 2 октября. Выкатили дату и трейлер ко 2-му сезону «Восхождения в тени». Стартует он 4 октября. Всего в нем будет 12 серий. 2-й сезон «Убийцы гоблинов» стартует 6 октября. Уточним, что теперь аниме снимают Liden Films. Изначально в этом году планировался выход 2-го сезона «Последнее поле брани между тобой и мной», но его резко перенесли на 2024. Причины пока уточняют, возможно, будут позже. А пока осенью заново будут крутить 1-й сезон. Трейлер к аниме по ранобэ «Обычный мужчина средних лет и его журнал активностей в VR-MMO». Сказка о простом офисном мужичке, который любит игры и катает в свое удовольствие. Как-то раз ему попалась новая VR-MMO, где он по классике ради фана выбрал пачку никому не нужных навыков, вроде готовки, варки, зелий.
Но именно эта комбинация помогла ворваться в игру похлеще любых задротов. Премьера 2 октября. Снимают Маха-фильм. 19 января в японских кинотеатрах запустят лайв-экшен по «Золотому божеству». А еще анонсирован 5-й сезон аниме, но пока без дат. Возможно, кто-то пропустил, но по Скотту Пилигриму Netflix готовит аниме. В прошлом месяце выдали дату выхода 17 ноября и трейлер. А сейчас подоспели несколько свежих кадров. Снимет его студия Science Saru. Сценаристом и продюсером выступит автор оригинальных комиксов Брайан Ли О'Мелли. Также в ряды продюсеров пробрался Эдгар Райт, снявший «Скотт Пилигрим против всех». Выкатили трейлер к аниме по сёдзе-манге «Мой телохранитель». История об угрюмой внучке главаря якудзы Исаку, которую так жестко избегали в средней школе из-за деда, что старшую она выбрала как можно дальше от дома, в надежде пожить нормальной жизнью и завести нормального парня. Вот только нормального не случилось, ведь следом за героиней увязался ее гиперопекающий телохранитель Кея, который решил, что госпоже рановато думать о парнях. Однако, один на примете у нее уже был. Угадайте, кто? Запустят новинку 28 сентября. Спустя 12 лет нежданно-негаданно анонсировали 3-й сезон «Кими ни Тодоке» «Достучаться до тебя». Снимают все те же Production IG. Запустят его на Netflix где-то в 2024. Свежий тизер к оригинальному фильму «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы» от Маппа и Мари Акады. Сказка о школьнике, что влачит серое, безрадостное существование в городе, где время остановилось из-за взрыва на сталелитейной фабрике. Все выходы из города опечатаны, а людям в нем запрещено меняться. Но однажды неугомонная одноклассница паренька затаскивает его на территорию злосчастного завода, где происходит нечто, что вот-вот изменит мир. Премьера картины состоится 15 сентября. Выкатили первый полноценный трейлер нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?», который у нас локализовали как «Мальчик и птица». В ноябре картину обещают в кинотеатрах РФ. Выкатили тизер к 3-му сезону Хибики «Эуфониум» от Kyoto Animation. Премьера состоится в апреле 2024. По Гинтаме анонсировали полнометражку под названием «2D Барагаки». Это будет не новый фильм, а полнометражный рекап арки Барагаки серии 244-247. Однако обещают там и несколько дополнительных сцен, которых не было в сериале. В кинотеатры Японии картина заедет 10 ноября 2023 года, а еще по Гинтаме готовят спин-офф аниме 3Z «Класс Гинпачи Сенсея». Завезли новый трейлер к 3-му сезону «Токийских мстителей». Запустят продолжение 3 октября. Продолжение Сейджи но Мариока ва Банно Дес «Магия Святой Всемогущая». Запустят 3 октября. Свежий трейлер у вас на экранах. В октябре запустят аниме по манге «Мой новый босс глупый». Поведает оно о 26-летнем клерке, который ушел с работы, где бывший шеф к нему постоянно цеплялся и унижал, и нашел новую. Тут он до жути переживал, что наткнется на похожего начальника, но тот оказался таким простодушным дурачком, что все тревоги как рукой сняло. Трудится над ним Avon Pictures. Netflix выдали трейлер к спин-оффу Castlevania. Зовется он «Ноктюрн». Сюжет новинки развернется во времена Великой Французской революции, а главным героем выступит потомок Сифы и Тревора – Рихтер. Запустят сериал 28 сентября. Выкатили тизер персонажей к оригинальному аниме Metallic Rouge от Bones, которое запустят в январе 2024. К слову, будет оно приурочено к 25-летию студии Bones. Аниме по манге «Брачные узы с семьей Амагами» выкатят в 2024. Расскажет тайтл о башковитом сироте по имени Урю, который не из Блича, а еще обожает учиться и по жизни атеист. Но за этим своя история. Большую часть жизни парень прожил в приюте,
пока однажды его не забрал священник. Теперь он будет жить в святыне, воюя с собственным неверием. Но и это еще не все. Там же живут 3 симпатяги дочки священника, которые приютил парня с конкретной целью выдать за него одну из девчат и оставить в храм. Ну а на этом у нас все. Не забывайте тыкать в Луцк и насиловать колокольчик. Ну а мы с вами еще услышимся.